Всем привет, мои дорогие подписчики. Простите меня, что так долго не появлялась, так как было очень сильно много работы. Было очень много заказов как раз перед новогодними праздниками и после новогодних. Поэтому опять снова возвращаюсь к вам. Немножко стало попроще со временем, то есть появилась минутка свободная. Решила вам записать небольшой мини-урок. В этом уроке хочу вам показать несколько способов, как добавить легкий загар на кожу. Итак, давайте приступим. Значит, первый способ, мы идем с вами в корректирующие слои, выбираем Channel Mixer. У кого русская версия, это микширование каналов. Значит, ставим галочку вот здесь вот монохром. Значит, красный канал ставим значение 0, зеленый значение 0, синий мы в плюс 100. Дальше что мы с вами делаем? Этот слой нам корректирующий надо перевести в режим Luminosity. У кого русская версия, это, по-моему, светлота или светимость или светлота, как-то я уже, если честно, не помню, как переводится. Значит, вот у нас такое фото получилось. Значит, ну, конечно, эффект очень ярко выражен. Значит, немножко снизим непрозрачность. Также, например, где я не хочу, чтобы этот был эффект загара, я беру вот черную кисточку, меняю. Значит, обычная кисть, непрозрачность я поставлю небольшую, 30%, и аккуратненько, значит, делаю кисточку немножечко побольше. И вот, например, с каких-то мест, где мне не нравится, я немножечко уберу. То есть глаз не хочу. На губах тоже мне это не надо. То есть сюда мы убираем. Вот такой вот эффект загара получился. Так, значит, другой способ. Так, мы сейчас этот скроем слой. Значит, идете также в корректирующие слои. Вызываете, значит, слой Color Lookup. Как он переводится в русской версии, честно говоря, я не помню. Так, значит, нам нужно выбрать лут. Вот верхняя самая строчка. Здесь как можно загрузить уже готовые луты, если они у вас есть. Либо выбирайте из тех, что предлагает сам Photoshop. Значит, нам надо выбрать сверху четвертый. Раз, два, три, четыре. Это Candlelight. Выбираем его. Значит, идем сюда. Также этот слой. Переводим в режим Luminosity. Также корректируйте непрозрачность, так как вам нужно. Кисточкой, там, где не надо, мы убираем. То есть ставим на маску слой наш. Значит, с глаз убираем. С губ. И я бы убрала с фона. Не хочу, чтобы фон здесь был таким эффектом. Это так. То есть вот такой есть способ. Давайте чуть побольше сделать, чтобы вам было лучше видно. А там уже будете сами смотреть по своей фотографии. Так. Еще можно попробовать такой способ. Идете опять же в корректирующие слои. Выбираете Select Color. Это, по-моему, выборочная коррекция цвета. Вот у нас с вами красный канал. Значит, Yellow на плюс. Ну, пока просто выставили. И Black в плюс. А потом корректируйте. Смотрите по своей фотографии. Что добавить, что уменьшить. То есть желтому уж не сильно. Больше бы притемнило бы. То есть вот так вот у нас с вами получилось. Значит, тоже непрозрачность. Убираете так, вам нужно. Значит, даже черная кисточка я бы убрала с фона. И немножко, где в темных местах, немножечко бы осветлила. То есть вот такой у нас еще сами способ получился. Значит, смотрим. Значит, первый способ через Channel Mixer у нас получается.
Да? В монохроме это черно-белое, значит, красный в 0, зеленый в 0, синий плюс 100. Также здесь можно с константой поиграть, то есть светлее, темнее, то есть это все на ваш вкус и в зависимости от вашей фотографии. То есть вы поймите, что, естественно, загар на светлокожую модель у вас, получится абы что. То есть эти способы надо применять именно там, где они уместны. То есть какие подойдут коже, какая кожа у нас. Если, конечно, естественно, говорю, белая кожа, использовать данный способ не следует. То есть это будет выглядеть несуразно. Так, следующий это через Color Lookup. Выбираете 4 пресетик. Все в режиме Luminosity. Где выборочная коррекция цвета, мы в обычном нормале режим Normal. И играете с непрозрачностью и с настройками. То есть желтый в плюс и черный в плюс в красном канале. То есть можно больше, меньше, как хотите. То есть, это все зависит от вашей фотографии. И, естественно, от вашего вкуса и как вам нравится. Так что вот получилось у нас таких 3 простых способа, как добавить на кожу загар. Поэтому пользуйтесь на здоровье, применяйте на своих фотографиях, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока.